Когда мы говорим о гражданской войне в России, в голове сразу возникает знакомая картина. Красные против белых. Но что если на самом деле все было гораздо сложнее? Что если в этой борьбе была и третья сила, о которой обычно не рассказывают в учебниках? И такой вопрос, конечно, все переворачивает с ног на голову. Он заставляет посмотреть на этот трагический конфликт совершенно иначе. Увидеть в его центре огромную массу людей, чья настоящая история долгое время оставалась в тени. Чтобы понять, что это за третья сила, давайте мысленно перенесемся в то смутное время, 100 с лишним лет назад, и посмотрим, в каком отчаянном положении оказалось подавляющее большинство жителей тогдашней России. Только представьте себе эту цифру – 80%. 4 человека из 5 в стране – это крестьяне. И это не просто статистика. Это значит, что судьба всей страны решалась не в штабах армий, а в миллионах крестьянских изб. Именно их выбор, их боль и стали главной драмой той войны. И выбор у них был, прямо скажем, невозможный. Они оказались буквально между молотом и наковальней. С одной стороны приходят красные с их продразверсткой, то есть силой забирают весь хлеб, обрекая на голод. С другой вот-вот нагрянут белые, а вместе с ними вернутся и помещики, а значит снова отберут землю. И те, и другие силой забирают мужиков в свои армии. По сути, выбирать приходилось между плохим и очень плохим. И что же делать, когда ты зажат со всех сторон? Что остается миллионам людей, загнанным в угол? Они нашли свой ответ – пойти третьим путем. Так на арене истории и появляется то самое зеленое движение. Прозвали их зелеными, скорее всего, потому, что их домом, укрытием и крепостью стал лес. По своей сути, это был отчаянный крик крестьянского мира, который просто пытался защитить себя от всех чужаков, кто бы они ни были. Важно понимать, это не была какая-то единая организованная армия. Совсем нет. Это было больше похоже на лесной пожар, который вспыхивал то в одном уезде, то в другом. Крестьяне брали в руки вилы, топоры, обрезы, чтобы защитить свою деревню, свою семью. Их не волновал контроль над Москвой, их волновал их собственный дом. А горючим для этого пожара служили дезертиры, которые массово бежали и от красных, и от белых. Их отношение ко всему этому хаосу лучше всего выражает их знаменитый и очень хлесткий лозунг. Он говорит сам за себя. Для зеленых не было наших или врагов, были просто те, кто пришел на их землю с оружием и насилием. И это, что важно, был не просто бунт от голода. У них была и своя политическая идея, довольно четкая – советы без коммунистов. То есть они не были против самой идеи народной власти советов. Они были против диктатуры одной партии, которая забирала у них последнее зерно и последнюю свободу. И у этого стихийного движения был свой, пожалуй, самый яркий, самый харизматичный и самый известный лидер. Давайте посмотрим, как его идеи воплотились в жизнь. Имя этого человека — Нестор Махно. Его судьба — это же просто готовый приключенческий роман. Анархист с юности, годы на царской каторге, и вот вихрь революции распахивает двери тюрем, и он возвращается домой. Но возвращается уже не просто крестьянским парнем, а человеком с железной волей и готовой идеей в голове. И что он делает прямо посреди этой кровавой бойни? Он пытается построить нечто невообразимое — вольную территорию. Общество без государства, без чиновников, без комиссаров, представляете? Территорию, где общины сами решают, как им жить. Это был, конечно, невероятно дерзкий социальный эксперимент. И у этой анархистской армии было свое секретное оружие. Нечто, что стало их визитной карточкой, символом их тактики и залогом невероятной мобильности. Тачанка. Так что же это такое? Гениальная в своей простоте вещь. Берется обычная крестьянская рессорная повозка, на нее сзади ставится пулемет «Максим» и все. Получается мобильная огневая точка, которая наводила ужас на любую регулярную армию. Эти тачанки могли появиться буквально из ниоткуда, обрушить на врага шквал свинца и также быстро раствориться в бескрайней украинской степи. Хорошо, но как все эти местные восстания, даже с тачанками, смогли в итоге повлиять на исход такой огромной войны? Чтобы это понять, нужно посмотреть на ту самую политику большевиков, которую назвали «военный коммунизм». С одной стороны, это была отчаянная попытка выжать из страны все соки для победы в войне, а с другой — фанатичная вера, что можно вот так одним прыжком оказаться в коммунистическом будущем. И политика эта была, мягко говоря, жестокой. Та же продразверстка на деле означала, что в деревню приходят вооруженные отряды и забирают не излишки, а вообще весь хлеб, все до последнего зернышка. Национализация, трудовая повинность.
По сути, это был тотальный контроль государства над жизнью каждого человека. И к чему это привело? К полному экономическому коллапсу. Просто посмотрите на цифры. К 1920 году промышленность страны рухнула до каких-то жалких 14% от довоенного уровня. Страна лежала в руинах. И вот тут мы подходим к самому главному. Эти непрерывные крестьянские бунты в тылу стали кровоточащей раной и для красных, и для белых. Они не давали никому из них создать надежную базу, постоянно нарушали снабжение, оттягивали на себя огромные силы. По сути, зеленые не давали победить ни тем, ни другим. Но в конце концов выбирать все-таки пришлось. И когда перед крестьянином встал окончательный выбор — продразверстка и голод, но земля остается у тебя, или возвращение помещика, который эту землю заберет, выбор был мучительным, но очевидным. При всей ненависти к продразверстке потерять землю было страшнее. И этот прагматичный выбор миллионов и решил исход войны в пользу красных. А теперь давайте напоследок разберем пару очень живучих мифов, которые связаны с этими событиями. Миф первый. Зеленые — это просто бандиты. Ну, это огромное упрощение. Конечно, криминал там был, куда же без него в такое смутное время. Но в своей основе это было именно массовое движение самообороны. Люди просто пытались выжить и защитить свои дома и семьи от всех. Второй миф о самом Махно. Его либо идеализируют, рисуя рыцарем свободы, либо демонизируют, называя кровавым бандитом. А правда, как это часто бывает, где-то посередине. Это была невероятно сложная трагическая фигура. Идейный борец за крестьянские интересы, который при этом не гнушался самыми жестокими методами для достижения своих целей. И в самом конце вопрос, над которым стоит подумать. Если 80% населения страны, по сути, отвергали обе главные силы и боролись за свой третий путь, можем ли мы и дальше рассказывать историю гражданской войны как простое противостояние красных и белых? История зеленых показывает, что реальность всегда намного сложнее, чем любая простая схема.